Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами Татьяна Сидоренко. И сегодня мы будем делать педикюр на моих ножках. Но будем мы делать его не как обычно, а буду снимать сегодня от первого лица, чтобы вы поняли, форвард я включаю или реверс, и на каких оборотах, конечно же, работаю. Честно скажу, от природы ногти на ногах у меня очень тонкие. Посмотрите, сбоку они все мягкие. И то, что вы сейчас видите, это результат того, что я к ним не прикасалась, наверное, в течение месяцев 2. Ну и плюс я очень сильно стукнулась пальцем ноги, и у меня отлетело покрытие как раз-таки вот на этом пальчике. Также у меня вырастает ноготь, показала вам его поближе, потому что многие мне писали когда-то там давно, что и врастания-то здесь никакого нет. На самом деле нет, он закручивается, загибается, и это причиняет мне достаточно сильный дискомфорт. Для начала я, конечно же, подпиливаю свободный край, также немножко бафлю ногтевую пластину, чтобы сцепка у нас была хорошая. Сейчас я вообще не привязываюсь никак к форме. Очень хочется, конечно же, к весне отрастить нормальные красивые ногти, сделать себе мой любимый френч на ногах. Но сейчас будем делать другой, не менее, кстати, интересный дизайн. Хожу сейчас с ним и очень-очень довольна. Итак, расскажу вам, что я делаю. Во-первых, когда я сижу на более высоком стуле, а ноги стоят у меня на табуретке. Ну и плюс телефон, штатив, конечно, не очень это удобно, но все-таки я всегда стараюсь, очень стараюсь, чтобы картинка была для вас качественная. Обязательно отодвигаем кутикулу, создаем маленький кармашек, и в педикюре всегда мы птериги оставляем на ногтевой пластине, то есть чтобы он не налипал. Также здесь я потянула за какую-то ниточку, в общем, поранила себя немножко, даже не обращайте внимания, со мной такое бывает, особенно если учесть, что честно, нога все-таки далековато от моих глаз, и я не все вижу. И вообще хотела с вами поделиться. Я тут заметила, что у меня начало садиться зрение. Кто замечал такое же, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, проверяли вы зрение и что вам сказали, потому что я тоже планирую идти. Убрала я уголок, который у меня торчал, и начинаю смотреть, чтобы у меня нигде не попадалось и не появлялось такого же врастания. То есть просто проверяю все уголочки. Мне в этом помогает кюретка, и она двухсторонняя, это очень удобно. Ссылочки на все материалы, товары, инструменты, как всегда, оставлю в описании под видео. Под этим уголком всегда вот такая вот огромная подногтевая мозоль. Она всегда очень толстая, очень тугая, и не надо мне говорить про размачивание. Когда вы ее размачиваете, она как будто бы срастается с кожей, поэтому мне на сухую ее вытаскивать и удалять намного проще, чем на какие-то там распаренные ноги. И все, я ее вынула, весь дискомфорт ушел. Вот это все сухарики я потом уже почищаю при помощи фрезы. Вот она, гадина, мешалась мне. И вообще, честно, хочу поделиться с вами тем, что я постоянно, особенно когда расправляю кровать, постоянно стукаюсь именно большим пальцем. И, возможно, поэтому они у меня такие всегда короткие и такие всегда ломучие, не знаю даже, как это сказать. В общем, очень часто ломается у меня ноготь именно на большом пальце. И, к сожалению, для френча, конечно же, мне тяжеловато отрастить какую-то хоть никакую красивую форму. Итак, сейчас я работаю на форварде, вот такой вот фрезой. Дальше переключаюсь на реверс и обрабатываю уже с заходом как бы с торца. То есть, когда я работала на форварде, мне было достаточно удобно держать руку. Когда я переключилась на реверс, тут, да, уже не так удобно, зато лучший обзор для вас и для меня. В общем, во всем есть свои плюсы и минусы. Так вот, дальше мы делаем срез. Срез у меня тоже есть свой секретик. Так как я не могу смотреть четко, так как я смотрю, например, на клиента, на кутикулу клиента, то я просто чуть-чуть выворачиваю эту кутикулу и ножницы кладу прямо сверху. И дальше всю кутикулу я срезаю слайсовым методом. Что это значит? Это когда вы кладете полотно и просто отстригаете только вот эту вот сухую частичку. Ну, в общем, до супер идеального педикюра тут далеко, но после мицеллярного спрея, в принципе, все выглядит очень даже неплохо, я считаю. Вы как считаете для себя педикюр чистенький или все-таки можно было бы лучше сделать? Наношу базу от Космопрофи. Я никогда не ношу базу с выравниванием на ногтевую пластину на ногах, но можно нанести вот такой вот, я его не могу назвать очень тонким слоем, просто
слой базы. Небольшой, но он все-таки может заполнить некоторые какие-то неровности на ногтевой пластине. Будем работать сегодня 110 цветом. Очень красивый цвет. Кто давно смотрит мои видео, знает, что это один из моих любимых оттенков, такой нежно-нежно-лавандовый. И наносить я его буду в 2 очень-очень тоненьких слоя, дабы не перегружать ногтевую пластину хотя бы на этих тонких ноготочках. Итак, наношу первый слой. У меня есть свой секрет. Во-первых, я всегда крашу по 2 ногтя. И во-вторых, я всегда оттягиваю кутикулу на себя. Так намного удобнее работать. И самое главное, это пальцем левой руки не вляпаться в соседний ноготь. Но, в принципе, во всем остальном это достаточно просто сделать. Еще одна небольшая такая проблемка состоит в том, что вы не можете заглянуть под кутикулу и хорошо прокрасить все там. То есть остается довольствоваться малым, красить в стык. И дальше я решила нанести вот такой вот гель-лак с эффектом, но в тонкий-тонкий слой. Не знаю, захотелось мне почему-то добавить блесточек и все это перекрыть топом. Кстати, топ у меня уже заканчивается. Это мой первый топ от Космопрофи. И я после долгих месяцев тестирования могу и вам его смело советовать, потому что он блестит долго до коррекции. Но самое главное в нем, то, что я всегда говорю, это то, что он не скатывается со стемпинга. В общем, мои вам рекомендации. Покрыла тоненьким слоем базы и взяла вот такие вот, не знаю, что это, квадратики или даже прямоугольнички, и начинаю их выкладывать. В общем-то, задумка состояла в том, чтобы сделать на ноготочке, именно на большом пальце, эффект мозаики. Кто не знает, мы сейчас с мужем строим дом, и мы сейчас подходим очень активно к этапу ремонта. И совсем недавно я была в магазине строительном, увидела красивую мозаику, и мне показалось, почему бы не воплотить такую идею на ногтях. Для того, чтобы сделать эффект мозаики, достаточно просто выложить квадратики, но с небольшим отступом друг от друга. Ну и постараться, конечно же, чтобы этот отступ был максимально одинаковым между всеми элементами. В принципе, у меня получилось. Потом я просто подправила апельсиновой палочкой, то есть подровняла их. Покрывая тонким слоем топа, квадратики не торчат, так как это достаточно маленькие элементы. Если честно, когда я смотрела вот именно этот кусочек, мне было очень смешно, как я смогла так захватить палец, так сесть низко, наклониться. В общем, не знаю. Классно. Я очень довольна результатом, очень довольна именно дизайном. Он красиво блестит. В принципе, кутикулу удалось в этот раз обработать более-менее. У меня раз на раз не приходится в педикюре себе. Но я осталась довольна. Если видео было вам полезным, интересным, если вы такие же, как и я, тоже пытаетесь сделать сами педикюр, пишите комментарии, расскажите какие-нибудь интересные случаи. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!